Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопросы к заданию и выбирать правильный ответ. На лекции чтения мы попробуем составить текст из данных нам предложений и также будем отвечать на вопросы к заданиям. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. В этом задании нужно послушать и ответить на вопросы к заданию. Давайте для начала переведем на русский язык. 알립니다. информация. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. Мы собираемся сделать уборку на лестнице общежития. 청소 시간은 время уборки 이번 주 금요일, на этой неделе в пятницу, 오후 1시부터 6시까지입니다. После обеда с 1 часа до 6 часов. 이 시간 동안, в это время, 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. студентам нельзя ходить по лестнице. 엘리베이터를 이용해 주십시오. Просим пользоваться лифтом. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 и также вещи, оставленные на лестнице, 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. Просим все забрать до вечера четверга. Получается такое предложение. И просим забрать все оставленные вещи на лестнице до вечера в четверг. 감사합니다. Спасибо. Давайте посмотрим на грамматику в этом тексте. У нас было с вами такое предложение. 1시부터 6시까지. 부터 с, допустим, с 1 часу, 1시부터, с 1 часу или с часу дня, 까지, до, 2시까지, до 2 часов. Например, обеденный перерыв с часу до 2 будет по-корейски звучать как 1시부터 2시까지 점심시간입니다. Также, кроме времени, можно подставить дни недели. Например, я отдыхаю, 쉬다, с понедельника по среду или до среды. Получается отдыхать, 쉬다, понедельник, 월요일, среда, 수요일, с понедельника, 월요일부터, по среду или до среды, 수요일까지, отдыхаю, 쉽니다. 월요일부터 수요일까지 쉽니다. Также 까지 можно использовать отдельно в предложении. Например, до понедельника, 월요일까지. Или такое предложение. Принесите, пожалуйста, книгу до понедельника. Принесите, пожалуйста, 가져오세요. книгу, 책을 до понедельника, 월요일까지. Получается предложение 월요일까지 책을 가져오세요. В этом задании нам нужно ответить на вопрос, почему женщина сделала такое объявление. Давайте для этого выделим ключевые слова. 기숙사 계단 청소, уборка на лестнице общежития. 이번 주 금요일, на этой неделе в пятницу, 1시부터 6시까지, с 1 часа дня до 6. 계단으로 다닐 수 없습니다. Нельзя ходить по лестнице. 둔 물건 가져가 주시기 바랍니다. Просим забрать оставленные вещи. Итак, почему было сделано это объявление? Давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 기숙사 청소 방법을 설명하려고. Чтобы объяснить, как убирать общежитие. Номер 2. 기숙사 건물 위치를 안내하려고. Чтобы объявить место расположения общежития. Номер 3. 기숙사 생활 규칙을 말해주려고.
чтобы рассказать правила проживания в общежитии. Номер 4. 기숙사 계단 청소를 알려주려고, чтобы информировать об уборке лестницы в общежитии. По ключевым словам мы знаем, что это объявление было об уборке лестницы в общежитии. Была дана информация, во сколько она будет и что нужно для этого сделать. 정답. Значит, правильный ответ номер 4. 기숙사 계단 청소를 알려주려고. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на примеры ответов, прочитаем и переведем на русский язык. Номер 1. 청소하는 동안 계단을 이용할 수 없습니다. Во время уборки нельзя ходить по лестнице. Номер 2. 이번 주에 학생들은 기숙사를 나가야 합니다. На этой неделе студенты должны покинуть общежитие. Номер 3. 기숙사 계단에 있는 물건을 만지면 안 됩니다. Вещи на лестнице общежития нельзя трогать. Номер 4. 금요일 하루 종일 기숙사를 청소할 계획입니다. В пятницу целый день планируется убираться в общежитии. Итак, по ключевым словам мы знаем, что в пятницу уборка будет не весь день, а после обеда с часу до 6. Также на лестнице все вещи нужно убрать, и студентам не обязательно покидать общежитие. Но во время уборки просили по лестнице не ходить. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 청소하는 동안 계단을 이용할 수 없습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요. 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? Давайте переведем диалог на русский язык. 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 민수, вы видели утром имейл? 아니요, нет, 아직 못 봤어요. еще не видел. 무슨 이메일인데요? Что за имейл? 다음 달부터, со следующего месяца, 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. Столовая в офисе также будет открыта по утрам. 그래요? Да. 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. Впредь надо будет завтракать в столовой в офисе. 제가 혼자 살아서, так как я живу один, 아침을 못 먹을 때가 많거든요. часто не завтракаю. 저는 집에서 먹고 출근하는데, я дома кушаю и иду на работу, но 다음 달부터, со следующего месяца, 회사에서 먹으려고 해요. собираюсь кушать в столовой в офисе. 그러면 тогда 시간을 아낄 수 있을 것 같아요. По-моему, можно сэкономить время. 그럼 тогда 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. Иногда можем встречаться в столовой. Прежде чем ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. Имейл 봤어요? Вы видели имейл? Мужчина отвечает 아니요, нет. И дальше женщина говорит 다음 달부터 회사 식당이 아침에 문 열어요. Со следующего месяца столовая в офисе работает утром. И мужчина говорит 식당에서 아침을 먹어야겠네요. Впредь он будет завтракать в столовой в офисе. Почему? Потому что 혼자 살아서 못 먹을 때가 많거든요. Он живет один и часто не завтракает. На что женщина отвечает 집에서 먹고 출근, 다음 달부터 회사에서 먹으려고.
Я кушаю дома, иду на работу, но со следующего месяца собираюсь кушать в офисе. 시간을 아낄 수 있어, потому что можно сэкономить время. И мужчина отвечает, 가끔 식당에서 만날 수도 있겠네요. Иногда можем встретиться в столовой. Нужно ответить на вопрос, о чем говорится в диалоге. Давайте посмотрим на примеры ответов. Номер 1. 아침 식사를 하는 시간, о времени завтрака. номер 2. 회사에서 먹는 아침 식사, о завтраке в офисе. номер 3. 회사 식당에서 파는 음식, о продающихся блюдах в столовой офиса. номер 4. 아침 식사를 하면 좋은 이유, о причине, по которой хорошо завтракать. Итак, мы знаем по ключевым словам, что со следующего месяца открывается столовая в офисе. Мужчине это нравится, потому что он живет один и не завтракает, а женщина собирается завтракать в офисе, потому что это ей сократит или сэкономит время. То есть эти собеседники говорят о завтраке в офисе. 정답. Правильный ответ номер 2. 회사에서 먹는 아침 식사. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который совпадает по смыслу с текстом. номер 1. 여자는 집에서 아침을 먹습니다. Женщина завтракает дома. номер 2. 남자는 가족과 함께 살고 있습니다. Мужчина живет с семьей. номер 3. 여자는 아직 이메일을 못 봤습니다. Женщина еще не видела имейл. номер 4. 남자는 매일 아침을 먹고 출근합니다. Мужчина каждый день завтракает и идет на работу. По ключевым словам мы знаем, что мужчина живет один, поэтому он не завтракает. Женщина уже видела имейл. И также мы знаем, что женщина завтракает дома, а потом идет на работу. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 여자는 집에서 아침을 먹습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. Давайте переведем диалог на русский язык. 기타 연습 많이 했어요? много тренировались играть на гитаре? 그동안 연습한 거 한 번 쳐볼래요? 한 번 쳐볼래요? Может, сыграете один раз или попробуйте сыграть? 그동안 연습한 거, то, что тренировались. Получается, может, сыграете то, что тренировались играть все это время? 죄송해요. извините, 선생님. извините, учитель. 연습을 많이 못했어요. Я мало тренировалась. 기타를 잘 치려면, чтобы хорошо играть на гитаре, 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. Очень важно, не пропуская ни одного дня, тренироваться. 그건 아는데, я это знаю, но 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. Все время забываю. забываю практиковаться. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. Тогда поставьте гитару на видное место. 그러면 тогда гитара 자꾸 보이니까, так как все время гитара будет на виду, 연습하는 걸 잊지 않겠죠? Вы не сможете забыть потренироваться. 아, 그럼 저는 기타를, тогда гитару 소파 옆에 둬야겠어요. Надо поставить возле дивана. 집에 가면 주로 소파에 앉아서
Дома я обычно сижу на диване, телевизион을 보거나 и смотрю либо телевизор, либо 음악을 듣거든요, слушаю музыку. Давайте выделим ключевые слова. Итак, мужчина говорит, гита 연습했어요? Тренировались играть на гитаре? И женщина отвечает, 못했어요. Нет, не получилось. На что мужчина отвечает, 잘 치려면 연습. Если хотите хорошо играть, нужно тренироваться. А женщина отвечает, 아는데 잊어버려요. Знаю, но забываю. И мужчина предлагает гитар을 잘 보이는 곳, поставить гитару на видное место. Что же тогда будет? 기타 보이니까 연습 잊지 않겠죠? Так как видно будет гитару или гитара будет на виду, вы не сможете забыть потренироваться. И женщина отвечает, 소파 옆에, возле дивана. 주로 소파에 앉아 телевизион, 음악. Обычно сижу на диване и смотрю телевизор или музыку, слушаю. Задание к тексту в этот раз нужно ответить на вопрос, почему женщина мало тренировалась. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 기타 치는 것을 안 좋아해서, так как ей не нравится играть на гитаре. Номер 2. 기타를 연습할 시간이 없어서, так как у нее не было времени практиковаться играть на гитаре. Номер 3. 기타 연습하는 것을 잊어버려서, так как забывает практиковаться играть на гитаре. Номер 4. 기타를 가르쳐주는 사람이 없어서, так как нет человека, который научил бы играть на гитаре. Из ключевых слов мы знаем, что эта женщина забывает тренироваться играть на гитаре. И мужчина советует поставить гитару на видное место. 정답. Поэтому правильный ответ номер 3. 기타 연습하는 것을 잊어버려서. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 여자는 기타를 잘 칠 수 있습니다. Девушка хорошо играет на гитаре. Номер 2. 여자는 남자에게 기타를 가르칩니다. Девушка учит мужчину играть на гитаре. Номер 3. 여자는 텔레비전을 자주 보지 않습니다. Девушка не часто смотрит телевизор. Номер 4. 여자는 기타를 잘 보이는 곳에 둘 겁니다. Девушка поставит гитару на место, где гитару будет хорошо видно. Давайте вспомним наши ключевые слова. Итак, мы знаем, что девушка учится играть на гитаре, она играет не очень хорошо, учит ее играть мужчина, но эта девушка часто смотрит телевизор и слушает музыку. Поэтому мужчина посоветовал поставить гитару на место, где гитару будет хорошо видно. 정답. Значит, правильный ответ номер 4. 여자는 기타를 잘 보이는 곳에 둘 겁니다. В этом задании нам даны 4 предложения, и их нужно поставить в таком порядке, чтобы получился полноценный текст. Давайте вместе прочитаем и переведем на русский язык. 가. 하지만 지금은 이 일이 아주 재밌습니다. Но сейчас эта работа очень интересная. 나. 처음 이 일을 시작했을 때는 힘들었습니다. Сначала, когда я начал или начала работать, было тяжело. 다. 저는 작년부터 자동차 파는 일을 하고 있습니다. Я с прошлого года начал или начала работать продавать машины. 라. 손님들과 이야기하는 것이 부끄럽기 때문입니다. Потому что я стеснялся или я стеснялась разговаривать с клиентами. Итак, чтобы поставить предложение в правильном порядке, нужно найти первое предложение. В первом предложении обычно содержится либо весь смысл текста, либо в нем содержится как бы представление, что же будет в тексте. У нас как раз с вами есть такое предложение. Да, я с прошлого года начал работать, продавать машины. Итак, этот человек начал работать, продавать машины. Что же случилось?
у нас есть предложение «на». Сначала, когда начал работать, то было тяжело. То есть сначала было тяжело. Дальше по смыслу, что же потом произошло? Или почему ему было тяжело? У нас остается два предложения, и одно из них объясняет, почему было тяжело. Это предложение «ра», потому что я стеснялся разговаривать с клиентами. И заключительное предложение по смыслу нам подходит «га», но сейчас эта работа очень интересная. Получается у нас с вами такой порядок. Да, на, ра, га. 정답. Правильный ответ номер 4. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 가. 자전거를 빌려주는 곳은 모두 12곳입니다. Всего 12 мест проката велосипедов. 나. 신분증이 없으면, если нет с собой удостоверения личности, 전화번호를 알려주면 됩니다. Можно дать свой номер телефона. 다. 한강공원에서는 в парке 한강 자전거를 빌려서 탈 수 있습니다. Можно взять на прокат велосипед и покататься. 라. 이 중 한 곳에 가서 в одно место из них пойти, 신분증을 내면 자전거를 빌릴 수 있습니다. Если показать удостоверение личности, можно взять на прокат велосипед. Чтобы поставить предложение в правильном порядке, нам нужно найти первое предложение. У нас как раз есть предложение, которое как бы содержит в себе смысл, что же будет в этом тексте. Это предложение «да». В парке Ханганг можно взять на прокат велосипед и покататься. Дальше есть предложение, которое представляет, что всего их 12 мест. Га. Всего 12 мест проката велосипедов. И если туда пойти, что же нужно или можно сделать? У нас есть предложение, которое подходит дальше по смыслу. Ра. Можно пойти в одно из них, то есть одно из 12 мест. И если показать удостоверение личности, можно взять на прокат велосипед. Дальше по смыслу нам подходит «на». Если нет с собой удостоверения личности, можно дать свой номер телефона. У нас с вами получается такой порядок. Да, га, ра, на. 정답. И как раз это и есть ответ номер 3. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 우리 할머니는 моя бабушка 한글 공부방에 다니십니다. 기억. Ходит в класс обучения корейскому языку. 한글 공부방은 в класс обучения корейскому языку 한글을 모르는 노인들이 다니는 곳입니다. 니은. Ходят пожилые люди, которые не знают корейский язык. 할머니는 бабушка 이곳에서 3달 동안 한글을 배우셨습니다. 디귿. Бабушка в этом классе учила корейский язык в течение 3 месяцев. 할머니는 내일 선생님께 завтра бабушка учительнице 감사의 편지를 드리려고 합니다. 리을. Собирается дать благодарное письмо. 그래서 오늘 열심히 편지를 쓰셨습니다. Поэтому сегодня она написала письмо, вкладывая все силы. В этом задании нам дается предложение, и его нужно ставить вместо 기억, либо ни은, либо 디귿, либо 리을. Давайте посмотрим на предложение и переведем его на русский язык. 내일은 공부방에 졸업식이 있는 날입니다. Завтра в классе будет выпускной. Чтобы определить правильное место для этого предложения, нужно посмотреть на смысл текста. Итак, первое предложение. Моя бабушка ходит в класс обучения корейскому языку. Дальше идет предложение. В классе в этом туда ходят пожилые люди, которые не знают корейский язык. И следующее предложение. Бабушка в этом классе учила корейский язык в течение 3 месяцев. И завтра бабушка собирается написать благодарное письмо.
То есть нам нужно ставить предложение, которое по смыслу говорит о том, что в классе будет выпускной. Значит, это предложение должно быть до того, как завтра бабушка собирается написать благодарное письмо. То есть сначала нужно сказать о том, что будет выпускной, а потом уже, что на выпускном будет делать бабушка. Получается, что бабушка в классе учила корейский язык в течение 3 месяцев, и как раз наступает выпускной, то есть завтра в классе будет выпускной. И поэтому бабушка собирается написать благодарное письмо. Получается правильный ответ 정답 номер 3. Тигет. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого выделим ключевые слова. 할머니 한글 공부방 다니십니다. Бабушка ходит в класс обучения корейскому языку. Что же это за класс? 한글을 모르는 노인 다니는 곳. То есть это место или это класс, где обучаются корейскому языку пожилые люди. 3달 동안 배우셨습니다. Учила корейский язык в течение 3 месяцев. 내일 졸업식, и завтра будет выпускной. И поэтому бабушка, 할머니는 내일 선생님께 감사의 편지 드리려고 합니다. Собирается дать учительнице благодарное письмо. Поэтому она 오늘 편지를 쓰셨습니다. Написала это письмо. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 할머니는 이제 한글을 쓸 줄 아십니다. Бабушка теперь знает, как писать по-корейски. Номер 2. 할머니는 감사의 편지를 받으셨습니다. Бабушка получила благодарное письмо. Номер 3. 할머니는 한글 공부방 선생님이십니다. Бабушка учительница класса обучения корейскому языку. Номер 4. 할머니는 졸업식 날 편지를 읽으셨습니다. Бабушка на выпускном прочитала письмо. Из текста мы знаем, что бабушка письмо не читала, она его написала. Также бабушка не является учительницей, и бабушка не получила благодарное письмо, она собирается его написать. Но так как бабушка 3 месяца училась корейскому языку, значит бабушка знает, как писать по-корейски. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 할머니는 이제 한글을 쓸 줄 아십니다. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковали составление предложений в том порядке, чтобы получился полноценный текст. Напоминаю о том, что первое предложение часто заключает в себе смысл всего текста, и определение его поможет вам легко найти остальной порядок предложений. Также мы попрактиковались в ответах на вопросы к тексту. Для того, чтобы выбрать правильный ответ на вопрос, о чем говорится в тексте, нужно, как всегда, обратить внимание на ключевые слова. Спасибо и всего вам хорошего!